Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Мне вчера буквально в голову пришла идея записать историю из жизни. На самом деле она меня очень сильно беспокоила и беспокоит до сих пор. Я думаю, что многие найдут себя вот в этой истории. И действительно, чемпионат — это очень же ответственное дело. Мы не просто туда ходим. И я абсолютно точно понимаю участников, которые идут, разбираются с баллами, спрашивают, задалбывают организатора и так далее. Потому что это действительно важно. И вот хочу поделиться своей историей из жизни. Она вот буквально свежачок. Самый последний чемпионат, в котором я участвовала. Значит, сразу введу вас в контекст. Номинация «Объемное наращивание 4-8D». Естественно, в категории тренер. Естественно, у меня была задумка сделать что-то самое крутое. Ну и, естественно, набрать больше всего баллов, где это возможно. И, естественно, я претендовала на место, потому что изначально моя концепция той работы, которую я хотела, а я уже говорила, что впереди идет концепт, который вы хотите показать, идея, а после уже вы подбираете под нее модель. И вот в этом случае у меня все получилось вот прям как я задумывала, прямо вот идеальный мой вариант. Вот. Значит, подобрала специальную модель на объемное наращивание, чтобы делать ей тоненькие, тонюськие, но все как я люблю, 0,3. То есть я заранее посчитала, что, естественно, выгоднее брать самый максимальный объем, естественно, брать выгоднее даже с точки зрения баллов. Просто-напросто, если посчитать, вы больше наберете. Понятное дело, что можно эти все пучки сделать непонятно какие, кривые, косые, отступ там налепить все в кожу, и, естественно, вы ничего не займете. Но я без лишней скромности говорю, я понимаю, что я делаю, и я прекрасно понимаю свои способности, и что восьмерной там или шестерной пучок собрать из 0,3 для меня это вообще никакой задачи не составляет, а уж за остальные технические критерии, конечно, я ручаюсь. Тем более в объемных техниках, тем более в технических номинациях. Я, конечно, сразу себя снимаю со счетов в творческих некоторых проектах, потому что, например, работа с цветом не является как бы моей основной, и я не считаю это своей сильной стороной. Но нарастить большой пучок из тонких ресниц я считаю своей сильной стороной. И, конечно же, я сразу ставку делала на то, что это будет одна из самых сильнейших работ, потому что сколько мне удавалось судить объемное наращивание, я не видела ни разу, чтобы кто-то взял толщину 0,3, реально. И это может показаться глупым, каким-то кому-то смешным, что-то прицепилось к этому 0,3 толщине, но просто суть в том, что я и прицепилась к ней, потому что никто не делает, хотя правилами наращивания это делать так и нужно. Нужно подбирать толщину в соответствии, конечно же, с объемом. И чем больше объем, тем тоньше толщина. На чемпионатах ты 0,5 не встретишь. Редко, точнее, встретишь. Поэтому я насчет этого очень сильно сетую, переживаю, постоянно нервничаю. Так вот, значит, мой концепт был идеальный. Темная девочка, для того, чтобы не добавлять никакие там коричневые, не миксовать, потому что коричневые 0,3, конечно, их не существует. 0,5 уже тоже, 0,6 искала, не получилось, надо было мешать 0,7. И с учетом того, что, конечно, коричневая смотрится тоньше, но это получилась бы какая-то белиберда. Но вот кто знает, как выглядит толщина 0,3 в пучке, там, не знаю, в шестерном, допустим, пучке, и просто рядом с ней поставить пучки 0,7 этих коричневых, ну это, смешно, некрасиво, нелепо, и вообще зачем это надо? Значит, моя концепция была идеально выверенная. Модель то, что надо. Наращивание то, что надо. Никаких у меня не было загвоздок во время наращивания. Короче, я все это к чему говорю. Моя модель ушла на судейство. И вот получается, что
уже есть результаты работ. Приходит с объемных техник предыдущая модель, там с 2D или 3D, не помню, показывает баллы, смотрю, хорошие. И есть, этот, как он называется, критерий пучков. То есть распушенность, идентичность пучков, там ножки пучков и так далее. И, естественно, там количество баллов 0 или 5. И то есть либо высший, либо низший. Я сейчас объясню, к чему я вообще это все начала и что меня здесь бесит. И я смотрю, что там четверки, пятерки, ну то есть окей, нормально, все там 4-5, то есть там троек, двоек, нулей, там уж тем более нет, ну типа это работа нормальная, работа средняя или даже выше среднего хорошая. Это в принципе то, что мне и надо, это то, что я и жду, поэтому все в порядке, я успокаиваюсь. И когда приходит вторая моя модель с голливудского объема, я смотрю тут же листы. Нет, я не тут же смотрю листы. Я кладу эти листы, говорю, все, моя милая, спасибо. Она говорит, ой, так хвалили работа хорошая, все нормально. Ну, как обычно, знаете, это тоже очаровывается тем, что пришла с судейством модель и сказала, что ее хвалили. Ну, как бы я знаю эти все хвальбы, они иногда беспочвенные, если честно. Значит, пришла, сказала, все ок, отдала оценочные листы и уехала, соответственно, по своим делам. Я открываю через некоторое время оценочный лист, и у меня в графе пучки стоят нули. Я думаю, какие, нули? В смысле? Это то есть что получается? У меня была ужаснейшая работа по сравнению с прошлой. То есть у вас критерий идентичность пучков от 0 до 5, где 0, например, это полный отстой, все схлопнулось, все ужасно. И я смотрю, и я просто в шоке, и бегу, конечно, к организаторам и говорю, слушайте, здесь 0 вообще почему стоит? И за объем, типа у меня тоже стоит 0 баллов, а у меня как будто бы должно стоять высший балл за то, что у меня все шестерные. Правило конкурса было таким. Если вы нарастили хоть один пучок не заявленный, то есть вы выбрали 6D объем и нарастили хоть один пучок пятерной, вы вылетаете из гонки, все. То есть вообще пофигу всем, никто это проверять не будет. Если судья нашла хоть один пучок, не соответствующий заявленному объему, вы вылетаете, то есть получаете 0 баллов, как будто бы вы, все, ничего не нарастили. И я смотрю, что и в том пункте 0 баллов. Но я не могла ошибиться. Это я могу сказать со 100% гарантией. Я понимаю, что каждый мастер, который идет оспаривать свои оценки, конечно, он уверен в своей правоте, иначе он бы не шел, собственно, отстаивать свою позицию. Но вы поймите, что я-то уже опытный в этом плане человек, я опытный участник, и я прекрасно понимаю, что эта ошибка может стать фатальной, и я никогда в жизни ее не совершу ни случайно, ни намеренно. Значит, иду к судье, естественно, отстаивать свою работу. И, как известно, уже никто ничего не помнит, потому что работ очень много. И вот тут началась, цирк с конями. И я спрашиваю, почему у меня здесь стоят нули? Значит ли это, что эта работа очень плохая? Я настаиваю на том, что у меня были очень красивые пучки, которые недостойны были бы оценки 0. То есть как минимум, как мне кажется, как по фотографии даже можно посмотреть, хотя бы на единицу, то как бы я бы что-то хоть сделала, потому что работа была потрясная, но я вас уверяю, представьте 6D сделать 0,3, еще и заполнить все успеть, это просто потрясающе. И значит, на что был ответ такой, что знать ничего не знаю, не помню, введите модель. Модель, естественно, уже в неизвестно в каком конце города. Суть не в этом. Я вообще не за это хотела говорить. Я хотела говорить про другое. Смотрите, какая история получилась. Судья выставил балл. Я здесь, кстати, не на стороне судьи, я вот здесь как раз-таки на стороне участника, потому что я сама с такой ситуацией столкнулась. И я не нашла оправдания тем словам судьи, которые она мне сказала. Она начала исправлять эти нули на совсем другие оценки. То есть на четверки, на тройки. А я ей говорю, а почему вы это делаете?
Ведь ноль это предполагает либо, что было все очень плохо и ужасно, и либо это было все супер топ, это лучшие высшие оценки. И началась вот эта катавасия. Ну, значит, у тебя здесь ноль, потому что, значит, у тебя, наверное, был хоть один пятерной пучок. Я говорю, да не было. Я понимаю, что мы не можем сейчас этого проверить, но его не было. И, в принципе, если бы эта ситуация не разрешилась, я бы и вытянула эту модель, и я бы показала, что не было там никаких пучков незаявленных. И там не может стоять ноль. Плюс ко всему идентичность ноль. Ну, даже по фотографии видно, что там не может быть нуля. В общем, противоречие в том и состоит, что судья выставил оценку. И, допустим, он просто перепутал, что высшее это не 5, а 0, и поставил, соответственно, 0. Но логика-то из этого не изменяется. Вот вы меня понимаете? Скажите, пожалуйста, если стоит 0, это значит либо очень хорошо, либо очень плохо. Естественно, она начала мне исправлять оценки, и там были такие оценки, ой, ну я здесь вспомнила. Ничего она не вспомнила. Я вас уверяю, если ко мне кто-то вот так же подойдет и начнет рассказывать про свою работу, ничего я тоже не вспомню. Скорее всего, не вспомню. Но суть-то здесь в том, что она же поставила эти высшие оценки, и, как выясняется, это реально были высшие оценки. Но потом она эти высшие оценки почему-то исправила на более низкие и сказала, что, ну, может быть, здесь у тебя был пучок схлопнутый, и здесь. Она взяла это просто из головы, она это выдумала, она не помнит этого, потому что изначально она поставила нули, имея в виду, что работа потрясная и крутая. Потому что иначе она бы поставила какие-то оценки из середины. Вы понимаете, крайность это... Все, я начала нервничать, понимаете? Если есть какая-то крайность, то это даже логически, сидя на этом судейском месте, ты же должна понять, что если ты поставила 0, значит это либо супер круто, либо это было супер стрёмно. Вот есть фотка, пожалуйста. Ну вот да, что-то я вспоминаю. Зачем ты исправляешь мне оценки на четверки, там, на какие-то тройки, что-то там вспоминаешь, какие-то детали. Ты их не вспомнила, ты их просто придумала. Вот я была тогда очень сильно возмущена этой ситуацией. И ничего ты с этим не сделаешь. По большому счету, ну что мне нужно было делать? Вообще не подходить. Тогда, скорее всего, при подсчете баллов никто бы не заметил, что там нули. Но работа не может иметь десятки, девятки, наивысшие баллы и по пучкам все нули. Этого невозможно. Если вы сами наращиваете, если вы мастер, вы прекрасно понимаете, как это работает. Вы прекрасно понимаете, что если пучки будут схлопнутые, то на визуале у вас не будет высшей оценки. Если у вас будет неравномерное заполнение, там объем, у вас тоже не будет высоких баллов. Это все взаимосвязано. Поэтому по всем критериям высокие оценки, а здесь что, нули, то есть абсолютно плохие пучки. Из плохих пучков невозможно собрать красивое наращивание объемное. Это невозможно. Это два пункта, которые противоречат друг другу. Вот я снова завелась, потому что знаете, как обидно? Это было мое первое место. Реально, я потом посмотрела по этим оценочным листам, мне не хватило одного чертового балла до первого места. И этот чертов балл слетел, и даже не один, несколько, из-за того, что эта судья начала переиначивать, придумывать, переделывать свои какие-то оценки. Ну как это может быть? С одной стороны, конечно, когда у тебя уже стоит множество этих наград разных, ты уже относишься к ним спокойно. То есть, ну, первое, выиграла, классно, не выиграла, ну, ничего страшного, не дотянула. Но вот такие вот ситуации, когда ты действительно подходишь с вопросом, а тебя просто вообще переобуваются просто на ходу, на лету, просто меняют все оценки на другие, которые взяты из головы. Вы понимаете, здесь бесит не то, что у меня там второе место я заняла, меня бесит то, что судья начала выдумывать из головы какие-то факты, которых, возможно, вообще не было, и вместо того, чтобы либо подтвердить свои слова и сказать, работа была очень плохая, я настаиваю, здесь стоят нули, работа дерьмо, я бы тогда, конечно, звала модель, мне бы чего бы это ни стоило, я бы позвала эту модель, я бы ее нашла, привезла и доказала, что работа не говно, что работа потрясающая. Либо тогда признай, что
Действительно, оценки нули, я имела в виду высшую оценку. Да-да, здесь просто ошибка в цифре, ошибка может быть со статистом. Я имела в виду, что ваша работа значит хорошая. Если я здесь поставила нули, ну типа я имела в виду, что это значит наивысшая оценка. Это две крайности, блин. Там не было двоек, там не было единиц, там не было 4,5, там 3. Понимаете, вот в этом суть. То есть там не было вообще никакого сомнения, там не было середины, там была конкретная крайность. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Короче, вот такие вот дела могут быть, знаете, на чемпионатах. И вот они, конечно, бесят нереально. Здесь никому нельзя дать совета, потому что если опять я бы не пошла и не спрашивала, что здесь происходит с оценками, почему в одном оценочном листе ставит судья баллы пятерка выше, а здесь нули стоят, такого быть не может. Проводится специально брифинг, где судьям объясняется, кто как судит, какие пучки, какие оценки ставят. Статисты в этом тоже участвуют и, соответственно, выставляют баллы. Ну вот видите, вот такая вот палка о двух концах. Пойдешь разбираться, блин, еще получается, что я пошла разбираться и сама себе и навредила. Хотя, может быть, и не навредила, может быть, мы же не знаем, они начали потом говорить, что у всех стоят нули, типа мы за нули, не волнуйтесь, нули стоят у всех, 0 это значит высшая оценка. Я говорю, так почему в 3D у вас тогда 5 высшая оценка, а не 0? Вы почему меняете вот эти понятия и путаете людей? Вы сделаете какой-то единый регламент. Ладно, я сейчас уже пойду в другую сторону, в корректировку, осуждения и этих организаторов. Лучше, конечно, всегда внимательно проверять свои баллы. К сожалению, это приходится делать. Нет такой единой системы, которая гарантировала бы то, что вы можете быть спокойны за свои баллы и не переживать. Хотя нет, такая система есть. Я думаю, что такая система есть, которая позволяет вам полностью расслабиться, потому что, будучи участником, контролировать еще кучу всяких процессов, которые от тебя не зависят, но это несерьезно. До следующей встречи. Прекрасного дня.